Everybody that is joining us today, welcome. Всем, кто к нам сегодня присоединился, добро пожаловать. One of the books that we've been talking about on our English training calls Одна из книг, о которой мы говорили в наших английских конференциях, Zoom-конференциях, is a book called Atomic Habits. это книга, которая называется «Атомные привычки». And I'm sure they have translated this book in every language. It has been an international bestseller. И я уверен, что они на каждый язык эту книгу уже перевели, потому что она международный бестселлер. So it's written by James Clear. Оно написано человеком по имени Джеймс Клир. And again, it's called Atomic Habits. И еще раз называется она «Атомные привычки». And of course, obviously, we all know what an atomic bomb is. И, конечно, мы все знаем, что такое атомная бомба. And an atomic bomb is the splitting of atoms. So it's the splitting of something that's so tiny, so inconsequential. But when you split it, it has a massive, massive effect on everything. И это удивительно, но вот эта маленькая-маленькая невидимая частица, если ее расщепить, она вырабатывает колоссальное количество энергии. And the same is true with our daily habits. И то же самое верно и в отношении наших ежедневных привычек. So I'm going to hold my phone up to the screen one more time. You might want to take a picture of this book. Так, я приближу мой телефон к камере еще раз. Может быть, вы сделаете себе скриншот или фотографию с экрана. And again, I'm sure they have this book in almost every language. И да, я уверен, что эта книга есть практически на всех языках. And this is one of those books I would recommend that you listen to it again and again and again and again until you can come on here and teach the rest of us all of the lessons of the book. И я рекомендую вам прослушивать эту книгу снова и снова и снова и снова до того состояния, когда вы сможете, наконец, вернуться и учить нас каждому уроку из этой книги. And the basis of the book of Atomic Habits И основы книги «Атомные привычки» is that you don't need big radical change to change your life. — это то, что тебе не нужны огромные радикальные изменения, чтобы изменить жизнь. Too often we think in terms of doing something huge and monumental to have a big difference. Слишком часто мы думаем, что мы должны сделать что-то невозможно монументальное для того, чтобы изменить что-то. But rather, usually where we're at is the combination of small little things that we do daily, repeated over time. Но в основном то, что выстраивает нашу жизнь, это небольшие и каждодневные действия, которые мы совершаем вот каждый день. It's these small, little, simple things Это маленькие, простые вещи, that appear to make no difference at all, которые, казалось бы, вообще ни на что не влияют, that repeated over time но когда их повторяют make постоянно, all the difference in the world. они все меняют в этом мире. And so that's why one of the things we preach about so often is reading 10 to 15 pages of a good book every single day. И вот почему мы проповедуем, можно сказать, очень часто о том, что необходимо каждый день читать от 10 до 15 страниц хорошей книги. We talk about listening to 15 minutes of positive audio every single day. Слушать 15 минут позитивного аудио каждый день. We talk about prospecting 3 to 5 people for the business every single day. Мы говорим о том, чтобы привлекать, предлагать людям заняться нашим бизнесом от 3 до 5 человек каждый день. We talk about plugging into all of the trainings and Zoom presentations with your leaders every single week. Мы говорим о том, чтобы присутствовать и участвовать по возможности каждую неделю во всех возможных тренингах, Zoom-конференциях и звонках с вашими лидерами. And that's why if you learn the habit of doing those things every single day, every single week, every single month, every single year. И если у вас войдет в привычку делать это каждый день, каждый месяц, каждую неделю, каждый год,
that is what's going to create success. то это в результате произведет успех. In fact, I always talk about divorce yourself from the results, marry yourself to the process, marry yourself to the system. Я часто говорю, разведись с результатом и женись на процессе. And to give you an analogy, my daughter played college softball. И чтобы привести такую аналогию, моя дочь играла в колледже в софтбол. And for those of you, so it's just holding up the softball, some people are like, softball, what's that? Oh, yeah, softball. Это просто, просто люди, некоторые спрашивают, а что такое вообще этот софтбол? Вот я в руке держу, вот это вот софтбол. And when she started, and she was 6 years old, И когда она начинала, когда ей было 6 лет, she couldn't even throw the ball up in the air, swing the bat, and hit it. она даже не могла подбросить мячик и размахнуться битой и ударить по нему. I would get really close to her and pitch underhand super slow, just kind of lobbing the ball up there for her to hit, and she would swing and miss. Я очень в медленном таком режиме ей все показывал, и замах, и как все это делать. So, like most people, when you begin something, you're not very good. Как и большинство людей, когда вы чем-то начинаете заниматься, вы не очень хороший результат показываете. But it doesn't matter where you start. Но совершенно не важно, где вы начали. It doesn't matter how good or bad you are when you start. Не важно, насколько хороши вы или плохи в самом начале. What matters is what do you do consistently, daily and weekly over time. Важно, что вы делаете постоянно, ежедневно, еженедельно, все время. So I built my daughter a batting cage in our backyard. И я сделал для моей дочери такой, загородку с решетками для вот этого игры в мяч. So she had a home plate. We had lights in the batting cage. We had a pitching machine. We had all the nets. То есть у нас там была загородка, у нас были все биты нужные, у нас была машина, выплевывающая эти мячики, в общем, все, что необходимо. So we could bat whether it was day or night. И она могла там тренироваться день и ночь. We just turned the lights on. We could go out and we could, hit for 30 minutes. Мы там на заднем дворе могли просто включить свет вечером и выйти, и там минут 30 позаниматься. Now, the next thing I did was, if you've ever played baseball, you'll notice that a softball is much bigger than a baseball. Следующее, что я сделал, это если вы имеете какое-то отношение к бейсболу, вы знаете, что мячик софтбола, он значительно больше, чем мяч для бейсбола. So I bought her a baseball pitching machine. И я ей купил машину, вот эту ловительную для бейсбола, бейсбольную. Why? Because the baseball is much smaller and harder to hit than the softball. Почему? Потому что бейсбольный мячик меньше, и по нему труднее попадать, чем по софтбольному. I bought her a special baseball bat. Я купил ей специальную бейсбольную биту. If you've ever held a baseball bat, it had a baseball handle the same as any other baseball handle. Если вы когда-нибудь держали бейсбольную биту, то у них всех рукоятки, в общем, такого одного плана. It had the same weight as any other baseball bat. У них одинаковый вес, как и у любой бейсбольной So биты. it feels like a baseball bat. It has the same weight as a baseball bat. То есть кажется, что эти биты все одного веса. But if you've ever seen a baseball bat, they got about that round of diameter. Но у бейсбольной биты вот примерно такой диаметр. So you got this kind of big old fat thing at the end of the bat to try to hit the ball with. И вот с такой нужно попасть по мячу. This was a special baseball bat where it had the same weight, but the diameter was only that big, about the size of a broomstick. Что касается вот этой специальной бейсбольной биты, то она такого же веса, как обычная бейсбольная бита, но ее диаметр вот такой вот, просто как палка обычная. So now you have to hit a ball that's much smaller, a baseball, with a bat that's their size, that has the diameter of a broomstick at the end. It is much harder to do. То есть теперь вам нужно попасть по мячику, который гораздо меньше вашего обычного мячика, битой, которая толщиной с палку от швабры.
и это значительно труднее. I also bought those little wiffle balls. You'll see the guys that they're the little golf balls, but they're like a wiffle ball material. If you know what a wiffle ball is, they're made of plastic, but they're the size of a golf ball, and you can buy them at the sporting goods stores. And I would pitch those to her, and these are really small balls that you got to hit with a really small bat, which means you have to learn to really watch the ball. Теперь у нас есть еще мячики, которые для игры другой, которые еще меньше. Они примерно как мячик для гольфа. И мы взяли палку еще меньшего диаметра. И для того, чтобы здесь попасть, тут уже нужно совсем быть внимательным в отношении мяча и очень четко попадать. And then I went and found one of the best hitting coaches in all of Southern California. You hire the best coaches? One of the best hitting coaches, a batting Okay. coach, a batting instructor. И также я нанял одного из лучших в Калифорнии тренеров именно по работе с битой, специалиста, именно который знал, как битой пользоваться. The guy we found, at the time, he had about 31 girls. They were all playing Division I collegiate softball, meaning he wasn't just talk. I mean, he had so many kids who were playing Division I softball. The guy was clearly one of the best. То есть парень, которого мы нашли, у него на тот момент тренировалась 31 девушка из первого дивизиона по софтболу. То есть он не просто трепался о том, что он тренер, а он действительно работал в этой сфере всерьез. Now, he lived an hour away. Он жил в часе езды от нас. And so every Friday night, И каждую пятницу вечером, when other kids were going to sporting events and other kinds of things, когда другие ребята шли на какие-то спортивные мероприятия или другие праздники, там, развлечения, my wife and I, along with our youngest daughter, Allie, would get in the car. моя жена и я вместе с нашей младшей дочерью Али садились в машину. We would go to hitting lessons, Мы ехали на тренировки по удару, where she would learn the correct way. He actually broke it down in steps, the correct way to hold the bat, the correct angle of the bat, the first move, second move to perfect a baseball, softball swing. We would do this every Friday night. чтобы она научилась всем этим тонкостям, как правильно держать биту, под каким углом наклонять, как сделать первый удар, второй удар, замах. В общем, всем этим тонкостям мы занимались этим каждую пятницу. And then afterwards, we'd go out to eat, and so we always made it fun. И после этого мы отправлялись куда-нибудь поужинать, то есть вообще было, конечно, весело. So she's got a batting cage where we could turn the lights on or turn the lights off. She's got a hitting instructor, and I'm making it much harder in the batting cage than she's ever going to see in a game. И вот у нее была вот эта вот клетка для тренировок, у нее был тренер, и я сделал так, что ей было труднее тренироваться, чем в любой ситуации, с которой она столкнется на реальном поле для софтбола. And before every single game she ever played, we had to go to, before we ever left for the game, we had to go to the hitting cage, and we would start hitting some balls, right? And get into the zone, get into the groove before we ever left for the game. И каждый раз, прежде чем мы отправлялись на очередную игру, мы шли в эту клетку и отрабатывали удары там. And so when you're used to hitting balls that big with a bat that's that big, that are coming much faster than you're ever going to see in the game, when you get in the game, it's like, okay, this is easy. И вот у нее там были мячи, которые были значительно меньше, бита, которая была значительно меньше, двигались мячи значительно быстрее по сравнению с тем, как они двигаются на поле. И когда после этого оказывалась в игре, ей, конечно, было значительно легче там в тех реальных условиях, которые были на поле. We even had an expression, and the expression was chance favors the prepared mind. И у нас было даже такое высказывание, оно звучит так: chance favored. Yeah, chance favors the prepared mind. Okay. Шанс предпочитает подготовленный ум.
So when you think about these kids, when they get in a game, you got all the parents there screaming, "You can do it, honey, you can do it. You know, keep your eye on the ball." They got everybody screaming at them. They have all of this pressure. You know what I mean? They want to do well, but a lot of times they're scared, they're nervous, they think the pitcher's really fast, and they're just sitting there just dying at the plate. I mean, just mentally like, oh my gosh, and they're nervous. И вот вы знаете, когда приходит игра, все эти родители там кричат: давай, смотри на мяч, сконцентрируйся. И эти дети там, они нервничают, им кажется, что все слишком быстро происходит, и питчер этот слишком быстро мяч бросает, и они под таким колоссальным давлением находятся, им очень тяжело там. But we prepared so much that you can kind of block out the noise. We would even simulate pressure in our batting cage in the backyard. Но мы были настолько подготовлены, что это блокировало всякую нервозность. Мы даже, в принципе, эту нервозность в нашей тренировочной клетке имитировать могли для того, чтобы подготовить и к этому. I would simulate different games where you have to hit so many balls in a row, like try to set a record. And we're trying to get to 25 hits in a row. Oh my gosh, 21. Woo, pressure's mounting. Don't want to miss one now. I'm artificially creating pressure in the batting cage in the form of a game. Мы изображали там разные, ставил рекорды, каждый раз должно было их побивать. И вот мы все добивались, я каждый раз и там кричал так, как кричат на стадионе. То есть мы все это проходили специально. Now, the long story of all of this simulation and preparation. Длинное изображение и подготовку. Or should I say the result of all of that preparation and simulation? Точнее сказать, результат всей этой подготовки и симуляции is that she set the home run record at her college. In fact, she set the home run record with this ball right here at her college. Этим результатом стало то, что она поставила рекорд в своей школе вот этим самым мячом. She has her picture on the left field wall of the new stadium they just built. И ее портрет на новом стадионе, который они только что построили там на Стене Славы. But you can apply that same mentality to anything. Вы можете тот же менталитет приложить к любому делу. You can apply the same system to anything. Вы можете ту же самую систему применить в отношении чего угодно. It wouldn't matter if you were playing chess, Неважно, играете ли вы в шахматы, soccer, футбол европейский, piano, на фортепиано, violin, на скрипке, or if you're doing network marketing. или если вы занимаетесь сетевым маркетингом. It is the accumulation of all those things that you do every day, every week, every year that culminate into the success you seek. Это аккумулирование еженедельных постоянных занятий, тренировок. Это в результате приведет к тому, что вы увидите успех. When my daughter was 6 and she couldn't even throw the ball up and hit it. Когда моей дочери было 6, и она не могла даже подбросить мяч и попасть по нему, it would not have mattered how long we practiced on Saturday. That was not going to cause her to become a championship hitter just because we spent all day, one day on Saturday. Было совершенно неважно, сколько часов мы бы тренировались один раз в субботу, как это многие другие делают, если бы это было просто один день в неделю. It was the accumulation of all of the practices, the daily, I mean, every week we were in the batting cage. Every week we went to hitting lessons. So it was the accumulation of on a daily, weekly basis, we were doing things to improve that skill. Это аккумулирование, совмещение всех этих различных тренировок, которыми мы занимались каждый день понемногу, все время на протяжении лет. And there's a famous quote from Jim Rohn. И есть знаменитая цитата из Джима Роу. Don't wish it were easier, wish you were better. Не желай того, чтобы было легче, желай, чтобы становиться лучше. Don't wish for less problems. Не желай меньше проблем. Wish for more skill and wisdom.
желай больших умений и мудрости. And so we ourselves can prepare ourselves every day to become better, the same way you can in a batting cage with a baseball bat or softball bat. We can do the same thing in this industry. И мы сами можем себя приготавливать точно так же, как это было вот там с этой бейсбольной битой и мячами. Точно так же мы можем себя приготавливать на поле сетевого маркетинга. And so, like my daughter, who when she was 6, she wasn't very good. И так же, как моя дочь, которая, когда ей было 6, она не была хороша в этом. And maybe you are somebody who's starting off that you're brand new. You've never done this before, ever. И, может быть, кто-то из вас тоже абсолютно новенький, вы никогда раньше ничем подобным не занимались. Maybe you feel like you're not very good at this. Может, вы чувствуете, что вы совсем не хороши в этом. It doesn't matter where you start. Неважно, где вы начинаете. I can take any one of you and turn you into a great hitter. Я могу взять любого из вас и превратить в прекрасного бьющего. And the same is true with network marketing. I can take any one of you, and if we'll simply apply the simple system repeated over time, you will in fact arrive at a place where you're going to be very, very happy. И это то же самое применимо к сетевому маркетингу. Я могу взять любого из вас, и если мы установим рутину с такими тренировками, сделаем их постоянными, ежедневными, то вы через какое-то время окажетесь в том месте, где вы будете очень-очень счастливы. And that system is read 10 pages of a good book every day. И эта система — читать 10 страниц хорошей книги каждый день. Listen to 15 minutes of great audio like Atomic Habit every day. Слушать 15 минут отличного аудио, такого как атомные привычки, каждый день. Prospect 3 to 5 people every day. Говорить с 3-5 людьми о бизнесе каждый день. And boy, when I say every day, if you need to take Sunday off, take Sunday off. I mean, when we say every day, it means most days. И когда я говорю каждый день, ну, слушайте, понятно, если вам там нужно в воскресенье взять выходной, возьмите. Когда мы говорим каждый день, мы имеем в виду, большинство из дней. That this becomes a way of life. This is just something you do almost every day. То есть это должно просто стать стилем жизни. То есть это должно быть тем, что вы делаете практически каждый день. So we're prospecting 3 to 5 people every day. Мы приглашаем от 3 до 5 человек каждый день. We're plugging into the conference calls and the training calls with our leaders every single week. Мы подключаемся к звонкам и тренингам с нашими лидерами каждую неделю. We're attending all the events. Мы посещаем все мероприятия. And if you're doing those things every day, И если вы это делаете каждый день, I don't care how bad you are today, you will eventually become an ambassador in our company. Совершенно неважно, насколько вы плохи сегодня, вы непременно станете амбассадором в нашей компании. And some of you be like, Todd, I threw the ball up 20 times. I missed all 20 times. И вы можете сказать: тот, но я подбросил мячик уже 20 раз и все 20 раз промазал. I would just say, congratulations, fantastic. You're on track. You will soon be a championship hitter. Do it again. Я скажу: отлично, потрясающе, молодец, ты на верном пути, продолжай, скоро будешь чемпионом. Todd, I've been doing the business 2 months. Everybody said no. Тад, я уже 2 месяца занимаюсь бизнесом, все мне отказали. I say, congratulations, you will soon be an ambassador. Я могу сказать: поздравляю, скоро будешь амбассадором. It doesn't matter how bad you are at the beginning. What matters is that you follow the daily system, doing the small, simple things that appear to make no difference at all. Неважно, как ты плох в начале, важно, чтобы ты продолжал делать те же самые важные вещи, делал их привычкой на каждый день. That repeated over time И все это, то, что будет повторяться на протяжении времени, make all the difference in the world. принесет колоссальную разницу со временем. And that's the difference between success and failure И это принесет вам успех in everything. во всем. By the way, the same formula can be applied to losing weight. Еще раз, та же самая формула может быть применена, например, к потере веса лишнего.
if we're 10 pounds overweight or 20 pounds overweight, Если мы на 10-20 фунтов весим больше, чем положено, that didn't happen because we went to Disneyland yesterday and ate a funnel cake. это не случилось, потому что мы пошли вчера в Диснейленд и съели там пирожное. That happened over time. Это случилось со временем. It was the day by day, week by week, eating a few more calories than we should that led to the weight. Это из-за того, что мы каждый день, каждую неделю съедали на несколько калорий больше, чем нужно, и в результате это все сформировало лишний вес. In fact, if you just eat 50 calories too much per day, Например, если вы едите на 50 калорий больше в день, which is like drinking a half a soda, что равно примерно выпиванию половины банки газированного напитка, лимонада там какого. eating a piece of bread. Или съесть кусок хлеба. Now, these are things that represent 50 calories. Это то, что вот представляет из себя 50 калорий. But if you eat 50 calories too much every day, Но если вы едите каждый день этих лишних 50 калорий, in 7 days, you've ate 350 calories too much. через 7 дней у вас уже 350 калорий. In a month, you've ate 1,500 calories too much. А через месяц у вас на 1500 больше калорий. That means that you're going to weigh a half a pound more at the Это end of the значит- month than you did at the beginning of the month. Это значит, что к концу месяца вы будете весить на полфунта больше, чем в начале месяца. At the end of the year, you'll weigh 6 pounds more than you did at the beginning of the year. А к концу года вы будете весить на 6 фунтов больше, чем в начале года. But in 10 years, you're going to weigh 60 pounds more. А через 10 лет вы будете весить на 60 фунтов больше. And then we all go look for a diet. How are we going to take this off in the next 30 days? А потом мы бежим и ищем диету для того, чтобы за 30 дней от этого веса избавиться. It took you 10 years to get where you're at. Вам потребовалось 10 лет, чтобы прийти к такому весу. And I'm not saying you can't crash diet because you got a wedding coming up, but if you want to really lose the weight, you got to come up with a plan that's going to work for you consistently over time. И я не говорю, что вы не можете расправиться с лишним весом путем какой-то радикальной диеты. Я говорю, что если вы действительно хотите избавиться от лишнего веса так, чтобы он не возвращался, вам нужно сформировать питательные привычки, которые приведут к тому, что вы не будете набирать лишний вес. And these are the kind of atomic habits that I want you to bring into your business because you can apply it to every aspect of your life. И это те самые атомные привычки, которые я хочу, чтобы вы принесли в свой бизнес, потому что их можно применить к любой сфере вашей жизни. And that's what success is. И там и кроется успех. It's that if you're doing a few correct things repeated over time, a few disciplines repeated over time. Делать несколько правильных вещей, сделать их привычками на протяжении длительного времени. Whereas failure is a few small errors in judgment repeated over time. Say it again, please. Failure is a few small errors in judgment repeated over time. К ошибке приводят несколько неправильных вещей, которые повторяются снова и снова ежедневно на протяжении долгого времени. One other thing I wanted to talk about today was the value of our membership. Еще одно, о чем я хотел бы с вами сегодня поговорить, это ценность нашего членства. In fact, we often talk about the 4 major beliefs you must have in order to succeed here at Trevorium. Мы все время, часто довольно говорим о том, что вот необходимо нам в этой сфере, чтобы преуспеть здесь, в Тревориуме. Belief number 1, you must believe in the industry. Говорим о том, во что мы должны верить. Номер 1 – это верить в нашу индустрию. And we've done some trainings on that, И мы делали тренинги по этому вопросу, where we've shown how big the industry's gotten. The network marketing industry is a $200 billion industry, 10 times the size as the National Football League. И я вам показываю, да, что наша индустрия – это индустрия с оборотом $200 миллиардов,
она в 20 раз больше индустрии американского футбола, которая тоже огромна, но всего 10 миллиардов долларов. We've talked about how many billionaires are now participating in this industry. Мы говорили о том, сколько миллиардеров сейчас принимают участие в индустрии сетевого маркетинга. We've talked about some of the world leaders who are supportive of this industry, from Bill Clinton, former president of the United States, to Donald Trump, to Tony Blair, the prime minister of Great Britain. Мы говорили о том, сколько разных мировых лидеров поддерживает идею сетевого маркетинга, от бывшего президента Билла Клинтона до президента Дональда Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. You have to believe in the company. Вы должны верить в компанию. And of course, our company is now in its 11th year. И, конечно, наша компания сейчас на 11-м году своего существования. We are debt-free, cash-rich. Мы не имеем долгов, и у нас достаточно наличности. We are in 63 different countries. Мы представлены в 63 разных странах. And we've paid out millions of commissions all over the world. И мы платим комиссионные миллионами долларов по всему миру. The paychecks go out on time, every time, as they have for the past 10 years. И чеки приходят вовремя, постоянно, на протяжении всех этих 10 лет. In fact, I would tell you that the company is what we call pre-momentum. What is pre-momentum? I'll describe what that is. We are, if you know what momentum is, meaning that something, in fact, I was part of a company one time, Mix. We saw the sales of the company go from $2 million per month to $10 million per month in 10 months. That's what we call momentum. То есть наша компания, она такая премоментум, то есть, например, я видел компанию, в которой продажи за 10 месяцев увеличились от 2 миллионов до 10 миллионов долларов. Это вот такой пример, что такое моментум. Yeah, Malcolm Gladwell wrote a book called The Tipping Point. Малкольм Gladwell. Гладвелл написал книгу, которая называется Tipping Point. Точка. Here we go. Ready? So, and again, his name is Malcolm Gladwell. Вот, его зовут Малкольм Гладвелл. And he wrote the book called The Tipping Point. И книга называется Tipping Point. And that's the place where something that got started. It was only maybe like something that was in California, then it started to catch on, started to spread. And then eventually, it seems like overnight, it spread across the country. They call that the tipping point. You're maybe over the top of the hill, and now you're going to go downhill really fast. It's like a pre-momentum. It's called the tipping point before something spreads like crazy. И это слово tipping point, это слово, которое обозначает что-то, что началось в каком-то одном месте, например, где-то вот в Калифорнии, но очень быстро просто развилось и вышло на уровень транснационального бизнеса большого. Вот это называется tipping point, вот это начало, давшее вот это взрывное продолжение. And fantastic book. If you've never read it, I'm sure it's in every language. И это фантастическая книга. Если вы никогда не читали, я уверен, что она на многих языках есть. But back to our company. We are, before something has hit the tipping point, we are pre-momentum. We are not going from 2 million a month to 10 million a month. We're growing. You can see the accelerated, the accumulated sales and excitement where you can see down the road, whoa, this company's going to at some point just take off and explode. Но возвращаясь к нам, наша компания, то есть мы в таком предмоменте, то есть мы еще не достигли своего пика, мы еще к нему только приближаемся. And to remind everybody, I've given some analogies before. It took Starbucks 16 years to get to 17 stores. И я в качестве примера уже приводил пример, что Starbucks'у потребовалось 16 лет, прежде чем они смогли открыть 17 кофеин своих. And a lot of people look at that like, wow, I mean, Starbucks, they got 55,000 stores. How could it take 16 years to get to 17? И многие на это смотрят и говорят, вау, ничего себе, у Starbucks'а 55 тысяч кофеин. Как это можно поверить, что им потребовалось
целых 16 лет, чтобы только 17 открыть. And if you could have been at Starbucks in year 16, И если вы были в Старбаксе в этот 16-й год, you probably would have told people we are pre-momentum. вы бы, возможно, сказали людям, мы вот накануне большого взрыва. Yes, most people have not heard of us yet, but that will not always be the case. We can see that our formula is working, that things are heating up, and that soon we'll hit the tipping point and spread all across the world. Да, мы действительно пока еще не очень известны, но мы достигли того момента, когда мы нашли свою фишку, мы знаем, что нравится людям, и теперь это только вопрос небольшого времени, когда мы наконец распространимся мощно по всему миру. It took McDonald's 19 years to get to their first franchise. У Макдональдса ушло 19 лет на то, чтобы создать первую франшизу. And so, I mean, you think about McDonald's, and there's one on every street corner. А теперь, когда вы думаете о Макдональдсе, они вообще на каждом углу. How could it take so long? Как это могло занять столько времени? These things take time. Потому что все требует времени. So when you look at Travoyant, we're in our 11th year. Если вы посмотрите на Травориум, нам сейчас 11-й год. We are pre-momentum. Мы перед большим рывком. This is the sweet spot. Это момент, переломный момент сейчас. This is the place everyone dreams of being. И это то место, в котором все мечтают оказаться. Because you have a company that's well established, we're in our 11th year. Потому что сейчас это компания, которая хорошо уже устаканившаяся, у которой все уже стабильно. It has an amazing product. Есть потрясающий продукт. And yet most people have not heard of it. И при этом большинство людей о ней не слышали. So that's where you sit as a company. But now let's talk about the value of the membership. И теперь, понимая всю эту компанию, давайте поговорим о ценности членства. And so I'm going to pull up a customer's back office. И вот я открою бэк-офис клиента. And I'm just going to show you guys some of the things that we don't always talk about. Я покажу вам что-то, о чем мы не часто говорим. So for example, Итак, например, under membership services, в наших членских преимуществах, да, you can see the travel site вы можете видеть сайт путешествий, where we have dining and shopping. где мы можем также находить рестораны и шопинг. We have entertainment portal. У нас есть портал для развлечений. And of course, we have our trip incentive. И также у нас есть наше путешествие. Now, most people spend all of their time talking about. Hold on, I didn't mean to click on that. Most people spend all their time talking about the getaways. Многие люди тратят большую часть времени, говоря о гетaway'ах. Give me 1 second, Mix. I don't know why it clicked off. And under the getaways, we have the world tours. И в гетaway'ах у нас есть мировые туры. And of course, there's 400,000 different weeks you can tap into on the getaways. И также 400,000. There's 400,000 weeks just on the getaways. И 400 тысяч недель на getaway. So we'll come back to that in a moment, because most of us spend most of our time talking about the getaways and the world tours. Мы вернемся к этому через мгновение, потому что тратим большую часть времени, говоря о гетавеях и мировых турах. So in the entertainment portal, Значит, на портале представлений, развлечений we have people that save a ton of money in this category alone. у нас есть люди, которые экономят тонны денег только в этом одном разделе. For example, today is my grandson's 9th birthday. Например, сегодня у моего внука 9-й день рождения. And so yesterday we all went to Disneyland. И вчера мы все отправились в Диснейленд. And of course, we bought our tickets. So here we are. Oops. This is И, all of us. конечно же, That's all of us at Disney yesterday. Мы купили наши билеты, вот мы тут все в Диснейленде. And we bought our tickets for Disney from our back office here.
И мы купили билеты из нашего бэк-офиса. which means, and we saved $30 or $40 per ticket. И мы 30 или 40 долларов за билет потратили. That's our 9-year-old grandson right there. That's at Disney yesterday. Access granted. Can you say it again? That's my 9-year-old grandson. It's his birthday today. This is us at Disney yesterday. Да, это вот мой 9-летний внук и в Диснейленде вчера. So anyway, so we went to the back office here. We saved a bunch of money on our Disney tickets. Так мы зашли в наш бэк-офис и сэкономили массу денег на наших билетах в Диснейленд. My wife and I love to go to the movies. Моя жена и я, мы любим ходить в кино. And you can save money on your movie tickets. Можете сэкономить деньги на ваших билетах в кино. You can also buy concert tickets, show tickets, NFL tickets. Знаете, на походах в кино, на походах на футбол, на какие-то концерты. In fact, I think a lot of you know that I'm a Chicago Bears football fan. И, как многие из вас знают, чикагских медведей команды. And my Chicago Bears will be out here in California playing a football game. И мои чикагские медведи будут здесь, в Калифорнии, играть в футбол. And I'll be buying my tickets to go to the game from the back office here, and I'll save a bunch of money. И я буду покупать билеты здесь через наш вот этот бэк-офис и сэкономлю на этом много денег. We also have gift cards back here. У нас есть гифт-карты здесь также. Shopping. Шопинг. Shopping. There's all kinds of shopping discounts. You can shop and save money. You can buy all kinds of things and save money. Вы можете здесь покупать все, что угодно практически и экономить на этом деньги. And that's just in the entertainment portal. И это вот на нашем портале развлечений. You can also go to the dining and shopping dollars. Вы также можете пойти на приложение для по ресторанам и магазинам. Now, this is a place where people like Maria Roberts and other people, I mean, they're back here all the time getting all kinds of crazy deals. И это то место, где такие люди, как Мария Робертс и другие, находятся постоянно и находят там огромное количество просто потрясающих сделок. As you can see, they're doing a daily gift card giveaway. Видишь, что здесь ежедневно раздают гифт-карты. You can save at local shops. Вы можете экономить в местных магазинах. They have different daily deals, and they can also have different dining and restaurant deals. Есть разные экономии в ресторанах и других местах. There's grocery coupons back here. Есть Yeah, but Tatiana's a mirror. We kind of lost mix. Maybe it's me. Is my connection bad? Can you guys not hear me? We can hear you, Todd. Okay. I think we've lost mix. Now, I'll tell you what we'll do. I was going to go through and break down the value of the membership, and I was going to break it down financially from several different perspectives. But we will table that for next week because I know that we're 8 minutes to the top of the hour anyway. And so I'll bring this up on the call next Monday. Oksana? Hold on, let me translate. Пока мы ждем микса и пока Can you hear me? Oh, микс, привет. Окей, да. We can. Да, я здесь. Hey, no worries, Mix. By the way, what I was about to cover is going to take a little more time anyway. And I know that we're 7 minutes to the top of the hour. And so again, I can cover it next week if you guys prefer.
Я мог бы это все рассказать на следующей неделе, потому что это требует немножко большего времени, а у нас 7 минут остается до конца. I But don't I know, was- it's automatically blocked my microphone. I don't know why. I just unblocked it. No, That's no why I worries. lost, man. I was here and I've heard you all the time. So Yeah, so I was just again going to kind of point out to people that when you break down our membership from a lot of different perspectives, that there's amazing value where people are going to save a lot more than they're going to spend. And again, why don't we table that to next week? Because I know we're 7 minutes before the top of the hour, and I'll break it all down next week and show you guys in multiple different ways how this membership more than pays for itself, and that people are saving money with our company. я уже там много что есть рассказать, поэтому я думаю, что мы вернемся к этому на следующей неделе. Здесь я просто хочу отметить, что у нас очень много способов экономить, и любой человек, имеющий членство, он может экономить гораздо больше денег, чем он платит, даже если он платит за свое членство. Поэтому это в любом случае очень удобно и выгодно. But I will finish on one of the great quotes from that book, Atomic Habits. Но я закончу на сегодня с одной прекрасной цитатой из этой книги «Атомные привычки». In the book, he said that we don't always rise or fall to the level of our goals, В книге он говорит, что мы не всегда поднимаемся и падаем с уровнем наших целей, but rather we rise and fall to the level of the systems we put behind those goals. но скорее мы поднимаемся или падаем из-за той линии привычек, которые мы как бы прилагаем к этой цели, которую мы ставим. You might have a goal to be a great hitter, but if you don't ever go to batting practice, it ain't going to happen. У вас может быть цель стать великим бьющим бейсбольной битой в бейсболе, но если вы никогда не ходите на тренировки, то вы к этой цели не придете. You might have a goal to become an ambassador, У вас может быть цель стать амбассадором, but if you don't ever prospect anybody, it's not going to happen. но если вы никогда никого не приглашаете в бизнес, это не произойдет. And so it's, creating the system that you do daily that creates the activity that you do daily accumulated over time that leads to the manifestation of the goal. То есть вам нужно создать систему, которая будет ежедневно в которой вы будете ежедневно совершать небольшие усилия, постоянные, которые в результате составят одно большое целое и приведут вас к цели. So your daily system is more important than your goal. То есть ваша ежедневная система гораздо важнее вашей цели. Show me somebody who's running the correct system, and they will eventually hit their goal. Покажите мне кого-то, кто занимается правильной системой, и он в конце концов достигнет цели. Thank you, Todd, for your time. Of course. Sorry we didn't get to the value of the membership. Thank you so much for being with us for this hour. 11 o'clock. It could change your life. You must be there. Invite anyone and everyone you know. Break out your phone, start texting, emailing, calling, whatever you need to do. It's going to be historic, epic, great. Don't miss it. Yeah. Is that what you meant? Yes, thank you. You understand. Да, садитесь немедленно на телефон, обзванивайте всех, кого вы знаете, всех зовите, потому что это будет потрясающее совершенно время, когда людям будет рассказано о траволе, поэтому бросьте на это все свои усилия. Вот, наверное, это Татьяна хотела сказать. Thank you. That's what Tatiana said. That's what I heard. По крайней мере, я так услышал. All right. Bye, guys. Have a great presentation. Thank you so much, everybody. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you, Mix. You're welcome. My pleasure. Спасибо, Микс, за перевод. Пожалуйста.